Глава 2. Оккультная природа астрологии. Арийская философия и астрология индуизма тесно связаны. Последняя дает важный ключ к пониманию эзотерической стороны первой. Однако проникнуть за завесу эзотеризма чрезвычайно трудно. Только адепты обладают истинным и полным ключом к такому знанию. Что мы можем попытаться сделать, так это собрать фрагменты оккультизма, чтобы посмотреть, можно ли сделать какие-то значимые выводы в этом направлении. Если эта попытка не увенчается успехом, то от этого направления исследований можно будет отказаться, и астрология будет по-прежнему считаться просто исследованием, посвященным мирским предметам, лишенным какого-либо скрытого эзотерического смысла. Но, делая свои выводы, мы должны осознавать свои ограничения. Эзотерические знания даются только тем, кто этого заслуживает, и кто зарекомендовал себя своей жизнью и поведением. Поэтому наши усилия в этом направлении, скорее всего, будут лишь поверхностными. Однако, если в ходе этого исследования мы обнаружим хотя бы слабый проблеск такой возможности, нам следует заняться этим аспектом темы чуть более энергично. Индуистская астрология предлагает радикальный взгляд на жизнь. Она раскрывает гораздо более глубокий аспект жизни. Эзотерическая астрология проливает ободряющий свет на печальный путь земного существования, помогает человеку мужественно и бесстрастно встречать свои испытания и невзгоды. Эзотерическая астрология показывает переходящее как отражение постоянного, частное как неотъемлемую часть общего, а индивидуальный рост как часть вселенского плана прогресса и развития. Вечное миниатюризируется в каждой распадающей форме. Вот почему Кала-Пуруша, космическое проявленное божество, понимание внутренней природы которого необходимо для каждого астрологического предсказания, рассматривается во взаимосвязи с каждым физическим или земным явлением для любого успешного предсказания. Тройственный процесс проявления, то есть зарождения, сохранения и разрушения, Брахма, Вишну и Махеша, символизируемые Марсом, Юпитером и Сатурном, является выражением Кала-Пуруши, который вечен, абсолютен. Анри Бергсон справедливо указал, что 3 измерения временного существования, а именно прошлое, настоящее и будущее, могут быть поняты как содержащиеся в одном моменте. С точки зрения астрологии, это единственная точка Кала-Пуруша. В таком случае космический принцип эволюции не был бы ни развитием, ни раскрытием, ни прогрессом, а всего лишь великой иллюзией. С этой точки зрения астрология – это всего лишь окно, через которое можно увидеть великую космическую драму во всем ее великолепии и разнообразии. Астрология должна раскрыть некоторые аспекты этой таинственной драмы. Если йога единения с Высшим дает представление об этом восприятии, астрология также должна быть полезна для этого. Что бы ни предполагалось обычному человеку, это мало что раскрывает о внутренней природе астрологии. Говорят, что сладкая мякоть апельсина находится внутри кожуры, а драгоценные камни всегда находятся внутри шкатулки. Так же, как и таинственная астрология, скрытая под ее внешней или экзотерической формой. Но без необходимой подготовки и дисциплины эзотерические знания, дающие огромный контроль над силами природы, могут принести больше вреда, чем пользы. Поэтому адепты скрыли внутреннее знание за кожурой апельсина или под крышкой шкатулки с драгоценностями, чтобы, не получив сначала истинного ключа от штор, нельзя было получить знание и, следовательно, силу, вытекающую из него. Даже в этом случае можно попытаться приблизиться к возвышенному. Это может дать нам новую философию жизни и познакомить нас с некоторыми скрытыми законами природы и жизни, окружающей нас. Один из фундаментальных принципов эзотерической философии заключается в том, что физические силы природы можно рассматривать как внешние аналоги скрытых оккультных сил. Они взаимосвязаны. Следуя одному из них до логических выводов, можно прийти к пониманию некоторых удивительных законов. Это происходит потому, что каждая физическая частица соответствует своему высшему наумену, существу, сущности которого она принадлежит и зависит от него. Как вверху, так и внизу, таково правило оккультизма. 2 полюса связаны между собой волевым процессом проявления. Считается, что духовное развивается из божественного, психоментальное из духовного, испорченное со своего низшего плана астралом. Целое одушевленное и кажущее неудушевленным в природе, развивающееся по параллельным линиям. Таким образом, в природе нет ничего, что нельзя было бы соотнести и преобразовать в завершающее. Этот процесс проявления, описывающий взаимосвязи на разных планах, является предметом библейских мифологий. Древние символы богов и демонов с их различными атрибутами способствовали выражению и сходствами, указывают на то, как последнее проявляется на физическом уровне, сохраняя при этом неизменную связь с ним. Это также показывает, как физический человек, следуя за нитью, может вновь обрести свою божественную природу, высшую сущность своего существа. Этот аспект божественной мудрости можно легко понять, следуя подсказкам и фрагментам, которые можно найти в эзотерической астрологии. Часто говорят, что религия связана с отношениями между атмой, душой и дживой, живым существом или эго. Но эта взаимосвязь не имеет отношения к астрологии. Известный русский оккультист мадам Блаватская однажды заявила, что происхождение возрождения монады или души не может быть отделено от знаков зодиака.
И более естественным в смысле соответствия вещей выглядит вера в таинственную симпатию между метафизической душой и светлым созвездием и во влиянии последнего на первое, чем в абсурдном представлении о том, что создатели неба и земли поместили на небеса 12 евреев. Далее она заявила, что везде, где упоминается 12, они неизменно являются 12 знаками зодиака. Поскольку арийская религия гораздо древнее библейского писания, символы и мифология индусов содержат гораздо больше оккультных намеков и предположений, чем в последнем случае. Это особенно важно, потому что арийцы не считали материальное благополучие целью жизни, и поэтому астрология, которая была неотъемлемой частью божественного знания веданга, которое необходимо было изучить и достичь мастерства, прежде чем отправиться в исследование неизвестного, не могла быть связана только с предсказаниями относительно будущего. Рождение ребенка, семейное счастье, продвижение по службе, поездки за границу с большим количеством денег или смерть человека. Астрология, как указывала мадам Блаватская, должна дать ключ к нисхождению и возвращению монады или души на свою родину. Многие выдающиеся личности уже высказывали предположения о возможности эзотерической стороны астрологии. В этой связи можно упомянуть Алана Лео, автора книги «Эзотерическая астрология», Суба Роу, чье эссе о 12 знаках зодиака наводит на размышления, и профессора Карла Юнга, который пытался достичь синтеза между психическими и ментальными состояниями человека, алхимии, которая превращает свинец в источник энергии, золото и астрологию, которая связывает человека с его богом-отцом. В его Лунга книге «Психология и алхимия» можно найти многое эзотерической стороны астрологии. Профессор Юнг указал на значение различных планет в алхимической литературе, чтобы показать их глубокое психологическое значение. На одной из иллюстраций, изображающих процесс алхимической трансформации, который профессор Юнг воспроизвел по манускрипту XVIII века, таких впечатляющих иллюстраций в книге много. Подпись гласит: «Мистический сосуд, в котором соединяются две природы, душа и лунный кадуцей, чтобы произвести на свет сына Гермафродита, Гермеса Психопомпоса, окруженный 6 богами планет. На этой иллюстрации Солнце – мужское начало и Луна – женское начало, стоящие отдельно на самом нижнем уровне, затем показаны вместе, а змеи Кадуцея повернуты головами в противоположных направлениях. На том же уровне изображены Юпитер и Венера, выполняющие какие-то свои собственные функции. Впоследствии двойственность мужского и женского начал трансформируется в единую царственную фигуру индивидуума с кадуцеем и змеями с объединенными головами в руке, в то время как Сатурн и Марс действовали на этом уровне. Для любого, кто изучал литературу по индуистской йоге, очевидно, хотя может быть и много других скрытых значений, что змеи, изображенные здесь, обозначают неактивированную энергию кундалини, вида и пингаланади, которая при надлежащей координации, то есть при соединении голов змей, может превратить человеческую личность в нечто подобное, божественное существо. Говорят, что Рамакришна Парахамса добился этого синтеза, когда у него даже кровь прилила к губам, но после этого достижения вся его жизнь полностью изменилась. В этом процессе происходит психологическая трансформация, и, как утверждал Патанджали, суть йогических практик заключается в контроле над изменением сознания, разума, что на самом деле является психологическим процессом трансмутации. Разум в астрологии представлен Меркурием. Расположение Луны против Солнца, Юпитера против Венеры и Марса против Сатурна ясно указывает на то, что путь земной жизни проходит через множество конфликтов и испытаний, возникающих в результате взаимодействия противоположных сил, представленных этими планетами. Но тот, кто ничего не делает для их преодоления, не может рассчитывать на триумф. Путь к завоеванию этих планет или процесс достижения победы над земными конфликтами лежит через контроль над разумом и достижение равновесия и бесстрастия. Важность Меркурия или сознания в этом процессе колоссальна. Профессор Лунг также утверждал, что Гермес или Меркурий обладает двойной природой. Как планета Меркурий, он ближе всего к Солнцу, следовательно, он преимущественно связан с золотом, атмой, высшим. Но как ртуть, кама-манас, он растворяет золото и гасит его солнечное сияние. Меркурий действительно считался принцем, нейтральным и обладателем двойственных знаков, а именно близнецов и девы, которые имеют глубокое значение. Соответствие между йогой или наукой о психоментальной трансмутации, алхимии и астрологии на самом деле очень близко. Справедливо было сказано, что астрология и алхимия в равной степени являются душой двух современных наук, называемых астрономией и химией. До тех пор, пока эта истина не будет признана, астрономия и химия будут продолжать вращаться по порочному кругу и будут производить наблюдения, выходящие за рамки материального. Оккультная природа астрологии также подтверждается художественным подходом
к божественному проявлению. В своей главной книге, а именно «Рассматривая художественную азбуку и ее связь с космическими принципами», Враблишевский предположил, что центробежные тенденции, присущие основным космическим побуждениям, скрытым в каждой частице под воздействием 12 знаков, проявляются в различных внешних фигурах. Эта работа является пионерской в области синтеза основных космических побуждений с другими ритмическими проявлениями во Вселенной и соотнесения их с астрологическими влияниями. Из этого можно сделать вывод, что существует множество областей, в которых влияние астрологии еще не изучено полностью. Если это будет сделано, то сфера астрологических исследований еще больше расширится. Это должно указывать на то, что эволюция Вселенной и трансформация психоментального сознания индивидуума тесно связаны с астрологическими влияниями. Но в настоящее время мы хотели бы обратить внимание на другой аспект этой темы. В индуистской мифологии, Пуранах и других священных писаниях полно астрологических подробностей. Нельзя легко отмахнуться от того, почему тот или иной герой попадает на Землю под определенным созвездием. Такие случаи имеют глубокий смысл. И дело не только в том, что смерть под определенной звездой благоприятна или неблагоприятствующая. Даже изображения различных божеств, приведенные в священных писаниях, не являются плодом чего-либо воображения. Они являются символическими изображениями очень сложных эзотерических учений. Например, давайте возьмем символику индуистского бога Махадевы. У Господа Шивы 7 змей, обвивающих различные части его тела. На его голове находится луна, из которой вытекают священные воды Ганга. Он ездит верхом на быке и так далее. Змей был символом мудрости, а бык – телец – символом физического или земного зарождения. Считается, что луна возвышается в тельце. Ни один символ, включая солнце, не был более сложным в своем многообразии значений, чем символ луны. В этой секретной доктрине утверждается, что лунный магнетизм порождает жизнь, сохраняет и разрушает ее, как психически, так и физически. И если астрономически Луна является одной из 7 планет древнего мира, то в теогонии она является одной из главных, как у христиан, так и у язычников. Причем первый называет ее по имени одного из своих архангелов, а вторые по имени одного из своих богов. Поэтому неудивительно, что даже в астрологических предсказаниях положению Луны придается такое большое значение практически при любых обстоятельствах. Очевидно, что когда великую созидательную силу символизирует течение священной реки Ганга, то Луна, естественно, должна ассоциироваться с космическим влиянием, протекающим под зодиакальными знаками Тельца и Рака. Помимо того факта, что Рак – это водный знак, а вода олицетворяет жизненную силу, у этого знака есть и другие значения. Это знак, отвечающий ту стадию проявления, когда были установлены различные измерения творения, когда четырехглавый Брахма начал свое творение, когда низшая четверица физического существа, человек, была готова к одухотворению. Таким образом, предполагается, что связь Луны с различными аспектами проявления, ее связь с быком и Гангой, в то время как она остается на вершине Господа Махадевы, также, несомненно, является астрологической аллегорией. Таким образом, если рассматривать астрологию как оккультную науку, то перед нами откроется панорама скрытой мудрости. Глубина понимания будет зависеть от духовного просветления человека. Планеты – это стрелки, указывающие на циферблате нашей Солнечной системы часы определенных периодических событий. Пифагор считал число 12 очень священным. «Это 12-летнее число совершенно», – сказал он. Далее указывается, что это 12. Один из знаков зодиака, который Солнце посещает за 12 месяцев, и это в честь того числа, которое Моисей разделил свой народ на 12 колен, установил 12 видов хлеба и поместил 12 драгоценных камней на нагрудники первосвященников. Звездное влияние оказывает физическое и психологическое воздействие, с которым имеет дело экзотерическая астрология, но она также раскрывает высокие духовные, интеллектуальные и моральные влияния. Все планеты индуистской астрологии, кроме Раху и Кету, которые имеют особое значение собственное, но не считаются планетами, генерируют свой собственный магнетизм и выполняют специальные функции, возложенные на них в оккультной иерархии. Порядок расположения планет в экзотерической практике определяется их геоцентрическими радиусами или расстоянием их нескольких орбит от Земли как центра, а именно Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия и Луны. 3 из них символизируют небесную триаду верховной власти, физической и проявленной Вселенной, или Вирахму, Вишну и Махешу, в то время как 4 из них представляют земную четверицу, управляющую всеми природными и физическими сменами времен года, четвертью суток, стрелками компаса, стихиями и так далее. Исходя из этого, можно очень хорошо объяснить непереходящее влияние первых находящихся там планет.
Для любого продолжительного явления особое расположение этих планет имеет огромное значение. Соединение Сатурна, Юпитера и Марса имеет особое значение для солнечной эволюции, в то время как для сезонных колебаний, переходящие впечатления непостоянства индивидуумов, будут отражаться последними 4 планетами. Внутренний человек состоит из 7 принципов, включающих высшую триаду и низшую четверицу. Различные принципы человека направляются и контролируются этими 7 планетами. Это показывает, что влияние и связь планет с разными людьми не заканчивается только одним рождением, но являются существенными частями внутреннего существа человека. Астрология – это способ понимания скрытых законов природы. Она раскрывает, как оккультная иерархия осуществляет божественный план космического проявления. Она раскрывает ритмические и циклические принципы, скрытые в природе. Это показывает, как душа человека спустилась в бездну материи и как с помощью планетарных сил она может вернуться в свой божественный дом. Это показывает путь возвращения Божественного Сына. Для тех, кто желает развить в себе йогические способности, астрологические знания имеют огромное значение. И прежде всего, астрология раскрывает новый аспект глубин священных писаний и древней мифологии. Древние тайны лучше постигаются с помощью астрологии, которая действительно является глубоким океаном, из которого каждый извлекает жемчужины в соответствии со своими способностями и пониманием. Астрология, как утверждал святой Юстин, предназначена не для простонародья, а для выдающихся и избранных людей, которые посвящены в тайны храмов и другие премудрости всевозможных тайных наук.